Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Многие из вас сегодня проснулись и увидели такую картину и подумали, что происходит. Наверное, конец криптовалютам. На самом деле это было просто падение биткоина на колоссальные проценты. И вы видите несколько криптовалют, которые уже начинают восстанавливаться. Остальные просто висят в колоссальных минусах за день, минус 20%, минус 26%. Но я записывал для вас видео 28 ноября и еще одно видео более глобальное, еще когда мы были, по-моему, 2 октября. Еще не дошли до АТХ монеты. Я тогда говорил про возможность дойти до 48 тысяч, если будут очень большие продажи, минус 24%. Также говорил про 15%. Покажу одно видео недавно. Это прогноз по биткоину 28 ноября. Теоретически мы можем до скользящей средней в этом уровне. То есть я отмечал уровень 48 500. Но нам нужно пробить вот этот уровень 52 800, где-то 53, для того, чтобы пойти ниже. Вот этот канал восходящий, глобальный, чертил его еще 8 ноября. Локальный канал, который мы тогда пробили. То есть на недельном таймфрейме все, конечно, возможно, можем еще прийти к этим значениям. Но если смотреть более младшие таймфреймы, дневной таймфрейм, то здесь мы нисходящий локальный канал, где мы имеем зону сопротивления 55 тысяч примерно. И вот этот уровень, который мы можем не пробить на данный момент, то есть вот этот уровень, примерно уровень 57 400. То есть возможное движение в данный момент раз, допустим, глобально 2, если пробиваем, и движение по нисходящему каналу вниз до уровня нижней линии глобального канала. И что у нас получилось в итоге? Получилось в итоге, если рассмотреть, давайте 1 час, не давайте 4 часа все-таки поставим, чтобы было нагляднее. Вот мы торговались в районе 54 на видео, вы видели, мы опустились в район 53, даже 53 200 границы, границы поддержки, и пошли вверх. Тут у нас была проторговка, мы несколько раз касались уровня 58-59, и в итоге мы пошли вниз. Это все было актуально, вы все это видели, и мы пробиваем эту линию поддержки и идем очень быстро вниз. Здесь у нас ликвидация сыграла раз у тех ребят, которые торговали на больших плечах, и поэтому я говорю вам, на фьючерсах, если вы торгуете, первое, ставьте стоп и лосс, второе, это не торгуйте на больших плечах. Это очень важно, потому что все вы не додержите, если вы на x50, x100, вы все равно пытаетесь скальпить, потому что вот здесь вот настолько может быть большая волатильность уже на биткоине, когда добавили на фондовые биржи биткоин, он очень стал волатильный, и когда уже обновили его сеть, да, пропускную способность, очень начала такая волатильность сразу заметно стала сильнее, и вы просто сами себя загоняете в ситуацию, когда все пропало. И потом у нас было восстановление небольшое к зоне 53 600 и опять падение. Потому что здесь уже открываются другие рынки, и они обычно копируют уже друг за другом. И мы видим колоссальное падение. Вот то, что я говорил вам, 48 500, мы это вообще просто пробили и практически сейчас восстановились до этого уровня. И вот пришли к 40 тысячам. Перед вами есть восходящий канал, который мы пробили. И теперь мы можем уже примерно вот так вот. Примерно вот так вот. Можно, конечно, было немножечко отредактировать. Но, ладно, не будем. Вот у нас есть нисходящий канал, и по нему нужно будет уже ориентироваться. Возможно, мы восстановимся в этом уровне и пойдем локально вверх, но все равно у нас нисходящий канал. И это на данный момент настолько все печально, потому что полонговать уже так хорошо не получится, как вы лонговали позавчера и позапозавчера, и вообще на прошлой неделе. И в течение нескольких недель уже так не получится, потому что уже нужно видеть график, уже такая лафа не пройдет, где вы зашли в лонг, подождали несколько часов и раз у вас плюс. Зашли в лонг, подождали и раз у вас плюс. Поэтому переходите в закрытую группу к нам. Доступ очень-очень вообще минимальный по деньгам. Тут есть у нас несколько групп. Здесь есть информация, книги, можно будет скачать бесплатно.
Некоторые книги я покупал лично и выкладываю для вас. Эта группа в первую очередь построена на том, чтобы вы увидели торговлю трейдера, да, как он торгует, сколько получается заработать, как соблюдает риски. Вот есть Турбо у нас на канале, разогнался вообще с 10 долларов до 1200, я насколько помню. И он это показывает в своей группе, доступ в который вы можете зайти. Когда вы оплачиваете доступ, вы переходите вот в турботрейдинг. Здесь он показывает свое видение по монете. Вот на тот момент он заходил в Элис до слива. Также шорт Санд, криптопост. Здесь также описывает про свое видение валюты. Когда он заходит, какой процент получается, анализ рынка. Но опять-таки все риски, связанные с тем, будете ли вы копировать их или нет, лежат только на вас. Это не сигнальный канал, но предоставляем сразу информацию, когда заходим и когда выходим. В следующей группе вы увидите очень много разных статей по теханализу, как видеть линии тренда, как их рисовать. И торговая информация, где я выкладываю ордера китов. То есть на бирже обычно вы не увидите больше 10% от стакана. Здесь же вы можете увидеть, что стакан очень большой. Если взять биткоин, то вот, пожалуйста, 30 тысяч 156 биткоинов, 50 тысяч 170. И вы примерно будете понимать. Плюс волатильность на день. Если мы вышли бы за 53 740, как мы это сделали, вот у нас, кстати, линия тренда, при пробитии которого свидетельствовало о том, что цена пойдет вверх. И зафиксировались, естественно. Но здесь у нас есть сопротивление в виде большого ордера, тоже можно отследить это. Или же, если мы пробиваем зону и поддержки, и большого ордера на 53 740, то это означало бы, что мы бы пошли вниз. И так это и случилось. То есть мы рассказываем свой опыт, делимся подробной информацией за несколько лет торговли, что необходимо вначале делать, сколько ставить от баланса своего, да, как торговать. И вы уже сами начинаете учиться, потому что ваш опыт – это бесценный опыт. Лучше, то есть передать, если вы будете соблюдать риски, соблюдать все советы, передать информацию, как зайти в валюту или как выйти, никак не получится, пока вы сами не начнете это делать. День ото дня анализировать. И также я вам говорил, что большинство валют зависит от биткоина. Если биткоин идет вниз, то он тащит за собой в 2-3 раза быстрее валюты. То есть если биткоин, давайте откроем наш график. Если биткоин у нас упал на 28.53, кстати, 24.85 только отсюда я говорил, но неважно. 28.53 это буквально за 2 дня. Давайте откроем любую монету, и вы увидите, что падение намного больше. Например, откроем валюту ОМГ, которую я тоже рассматривал и говорил интересные вещи с ней, почему она упала, можете посмотреть видео. Так вот, взять тоже 2 декабря, криптовалюта с этого момента упала на 43%, это практически в 2 раза больше. Я начертил, здесь почему-то не отобразилось, начертил максимальное падение, и это было в районе 4.58 оттуда. И говорил, можно было бы усредниться. Сейчас я попробую найти это видео про ОМГ. Вот, что повлияло на падение. Вот я отметил уровни, и вот эти уровни повлияли на дальнейшее падение криптовалюты. Это очень интересное видео. Вот у нас мы дошли до первой ставки финансирования, выросла на 8,5, сразу же, как вы видите, был сброс позиций. То есть, и вот последнее. В общем, посмотрите это видео, очень интересно, и реально так вот акции разные, которые предоставляет Binance, они вот так вот могут повлиять на вообще цену, и вроде бы вы на комиссии могли заработать, я тогда, кстати, неправильно сказал. Вот. Те, кто заходит в лонг в этих комиссиях, там 2,5, по-моему, процента комиссия была, те зарабатывают, то есть в лонг зашли и зарабатывают. А те, кто в шорт в это время, они наоборот платят тем, кто лонгует, то есть 2,5. То есть из 1000 долларов это сколько, 25 долларов, да, по-моему, из 10 тысяч, правильно же я говорю, 10 тысяч.
Ну, 10 тысяч, $250 платят те, кто шортят, тем, кто лонгует. Вот, и получается, что все как бы в этот период, чтобы заработать на комиссии, залазили в лонг специально, вот, и зарабатывали на комиссии. Ну, их потом побрили очень сильно на 26%. И это тоже есть нюанс, да, вот везде есть нюансы. Минус 26, то есть от начала снятия комиссии у нас цена упала на 34%. Это просто вот в этот период, когда до такого, где Так, где у нас... ставки финансирования. И если И очень важно, я тут говорю, что нужно анализировать всю историю криптовалюты, понимать ее волатильность. также, если вы можете заметить, график биткоина также от 60 до 8 начал корректироваться и тащить за собой также другие криптовалюты. Кстати, она И вот я также, если вы можете говорил, заметить, график биткоина также от 60 до 8 начал корректироваться и тащить за собой также другие криптовалюты. Если посмотреть АТХ монеты, то мы можем либо еще прийти к зоне $4,6, в худшем случае 88% это $2. Зона 4,6. Вот, смотрите, мы пришли в 4,62. Вот просто точнейший точняк, как говорят. И вот здесь вот как раз надо было ставить, кто вот застрял вот в этих уровнях, да, когда побрили всех на очень большие деньги. Вот здесь вот надо усредняться было 4,6. Да, можно было не попасть, потому что валюта упала максимум 4,60, 613. Но, тем не менее, если бы вы здесь усреднились, цена выросла отсюда на 28%. Все, вы в плюсе. То есть вы усреднились несколько раз, и вы уже в плюсе. Но это опасно, понятно, потому что вы должны это видеть график. Тяжело объяснять людям, которые не хотят обучаться. Им надо, знаете, как сигналы. Окей, мы вам сигнал даем, а когда выйти, вы знаете? Не знаете. Поэтому я ставлю цель показать именно, что вот вам, пожалуйста, пример, как можно торговать. Вот вам примеры, что нужно учить, что нужно прочитать, какие книги. Все это в закрытом клубе есть. Пожалуйста, приходите, оплачивайте и смотрите, развивайтесь. Также мы выставляем разную информацию про листинги монет.